Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня очень простой рецепт, очень сезонный и очень-очень вкусный. Будем печь галету со сливами. И реально все очень-очень просто. Вот настолько же просто, насколько вкусно. Тыц-пыц и готово. Как всегда, следите за руками. Поехали! Первым делом приготовим тесто. Как я сказал, все очень просто. В чашу для смешивания добавляем муку, сахар. Можно использовать сахарозаменитель. Немного разрыхлителя, чуть-чуть корицы для такого уже праздничного аромата и совсем немного соли. Все это хорошо перемешиваем с помощью венчика. Охлажденное сливочное масло нарезаем на небольшие кубики и добавляем в чашу для смешивания. И с помощью пальчиков все это перетираем в однородную крошку, в такую достаточно крупную крошку. Все то же самое, конечно, можно сделать с помощью кухонного процессора или миксера, но мне как-то больше нравится пальчиками. Добавляем очень холодную, почти ледяную воду и немного лимонного сока. Все это быстро руками собираем в комок теста. Ничего вымешивать, месить, смешивать долго не нужно. Собралось тесто вместе, готово. Делаем из него такую лепешку. Оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник ненадолго, минут на 30. Для начинки нам нужны сливы. Промываем, даем воде стечь или просушиваем бумажным полотенцем. Разрезаем пополам, удаляем косточку и нарезаем на четвертинки. Кстати, вместо слив можно использовать любые другие фрукты и даже ягоды. Но единственное, лучше брать те, которые не дадут очень много сока при выпекании. Сливы нарезали, добавляем к ним немного сахара. Я использую коричневый, кукурузный крахмал, который не даст растечься соку, который выделится из слив. Чуть-чуть корицы, опять же, для праздничности. И немного ванили, чтобы еще вкуснее. И сливы во всем этом хорошенько обваливаем, все хорошо перемешиваем и отставляем в сторону минут на 10. Тесто охладилось, сливы постояли. Разогреваем духовку до 360 Фаренгейта, 180 Цельсия. Присыпаем столешницу мукой. Выкладываем на нее тесто. Сверху тоже его присыпаем мукой. И с помощью скалки раскатываем, желательно в форму круга, до толщины где-то 4 мм. Раскатанное тесто необходимо перенести на противень, застеленный бумагой для выпечки. Я вот так вот собираю на скалку и аккуратно переношу на противень. Можете сразу раскатывать между двумя слоями бумаги для выпечки. Так тогда никуда переносить не нужно, просто верхний слой убираете и все. Тесто на бумаге. Сверху на тесто выкладываем сливы ровным слоем, отступая от краев где-то 5-6 сантиметров. Выложили, превратили все в такой аккуратный круг и подворачиваем края теста, поднимаем их на сливы. Вот так вот тыц, пыц, тыц, пыц, тыц, пыц. Тыц, пыц, тыц, пыц, тыц, пыц. Дальше по желанию, но так, мне кажется, вкуснее. Можно сверху добавить какие-нибудь орехи. Например, пекан. Мне кажется, идеально со сливами сочетается. Часть половинок я поломаю, а часть положу прям целыми. Чтобы галета получилась еще аппетитнее, еще румянее и красивее, взбиваем желток с небольшим количеством молока и с помощью кисточки смазываем тесто. Все, ставим в духовку, уже разогретую до 360 Фаренгейта, 180 Цельсия. Выпекаться все будет минут 40. Тесто должно красиво подрумяниться до золотистого цвета. Сливы должны стать нежными, пропечься. Достав из духовки, даем отдохнуть немного на противне. Пока сок на галете сверху еще не застыл, можно вот так вот взять и кисточкой нанести его на пеканинки, создав красивую дополнительную глазурь. И сделать пирог еще аппетитнее. И затем прямо на бумаге переносим на какую-нибудь доску или, может быть, сразу на какое-нибудь блюдо для подачи. Хороший этот сливовый, простой сливовый пирог, галета, как в теплом, так и в остывшем виде, и в холодном тоже очень вкусен. В общем, ешьте так, как вам больше нравится. Приятного аппетита! Это прям такой пирог, конец лета, такое начало осени, очень вкусно должно быть. Пахнет вкусно ужасно. Как вкусно! Чувствуется кислинка слив, и сладость, и орехи дополняют все. Это невероятно. Идеально. Всем срочно надо. А если сверху вот так вот еще бахнуть ложечку взбитых сливок или шарик ванильного мороженого, то вообще получится полный улет, полнейший улет. Ну вы посмотрите, какая красота. Очень вкусно. Вроде невероятно просто, но вот это вот сочетание слив, пекана,
вкусного теста. С хрустящей такой корочкой. Это что-то невероятное, очень вкусное и всем срочно нужное. Так прекрасно, что хочется танцевать. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки в поддержку видео и канала. Не забывайте, пожалуйста. Пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и друзей сюда зовите. Чем у нас здесь будет больше, тем видео будут выходить чаще. А еще вы можете оформить спонсорскую подписку на канал. Там тоже среди спонсоров много всего интересного происходит. Закадровые материалы, дополнительные какие-то материалы, мастер-классы, все это там. А отдельно все можно прочитать по ссылочке, там вот в описании тоже найдете. Всем желаю отличного осеннего или летнего еще настроения, какое там у вас, может быть, вообще уже весеннее. В общем, всего самого хорошего, вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока.